Очень часто спрашивают, при какой температуре у вас куры гуляют на улице. Это очень важно. Я заметила, что при минус 15 уже нежелательно курочкам гулять на улице. Во-первых, у петушков отмерзает сразу гребешок. У курочек тоже сережки примерзают. Это нежелательно. И вот как только объявляет прогноз погоды, что возможно минус 15, я приезжаю, закрываю курочек своих в курятнике без возможности выхода на улицу. То есть у меня есть вторая металлическая дверь. Минус 15 и ниже я уже курочек не выпускаю. Они сидят здесь в помещении, им тепло. Вот даже этих цыплят можно было бы сейчас при минус 7 закрыть здесь. Но тогда мы можем получить не очень хороший результат. Потому что курочки не привыкнут к холоду и начнут болеть. Им будет непривычен этот мороз и холод. А если цыпленок постепенно привыкает к морозу, к постепенному понижению температуры, то тогда он прекрасно переносит мороз на улице до минус 15. Вот как только минус 15, я своих курочек буду закрывать. Естественно, продумываю то, чтобы здесь было достаточно воды, достаточно еды и все остальное. Все это я буду показывать, если будет у нас минус 15. Но не хотелось бы, если честно, пусть не будет минус 15. У цыплят у моих одна шторка на глазе. И это не очень хорошо перекрывает холод с улицы. Поэтому я сейчас сделаю вторую шторку вот такой вот плотной тканью. Перекроем эту большую дырку с улицы. И в этом помещении будет наименьшая потеря тепла. Так это выглядит снаружи. Вот, пусть привыкнут. Вот. Я думаю, что вход и выход курочки молотки найдут. О, куда залезла уже. Красавчики. Красавчик. И в этом вольере тоже буду закрывать вот эту огромную дырку лаз. Одной шторки уличной недостаточно. Вот такого открытого входа не должно быть зимой. Поэтому сейчас буду это все закрывать. Ну и с улицы это выглядит вот таким образом.
Вот так. Я специально загнула небольшую такую щелочку, чтобы они знали, куда нужно выйти и зайти. Мои курочки живут на даче сами. Живут они вот в таком курятнике. И у них есть возможность выходить и заходить в курятник в любое время дня и ночи. То есть у них есть открытый лаз. Для этого я специально сделала вот такую дверь самодельную, деревянную, обтянутую клеенкой, и самодельный лаз. Вы можете увидеть в этом курятнике вот такая металлическая дверь. Вот металлические двери. Они без лаза. И поэтому вот идея пришла мне сделать вот эти двери самодельные только потому что в них нет лаза. И когда стал вопрос закрыть курочек, то выйти они не смогут с такой двери самостоятельно, когда меня здесь нет. Поэтому я сделала вот такие вспомогательные, скажем, двери. И вот когда приходит зима, когда наступают морозы, начиная с минус 15, вот эту дверь я закрываю. То есть мои курочки сидят в курятнике с закрытой металлической дверью, без возможности выйти на улицу. Выходят они только когда я уже приеду и открою, естественно, эту дверь и выпускаю их. Даже в морозный день, как только выйдет солнышко, курочки могут выйти на улицу и погулять. То есть они сами решают, когда им нужно выйти, а когда им нужно зайти. В помещении у них есть и вода, и еда, и все необходимое для содержания кур. Вот как сейчас. На улице мороз. Никто этих курочек не заставлял выходить. Они сами решают, когда им выходить с курятника. И тут же, если им холодно, они могут сразу и зайти в него, и погреться. Вот так вот у нас проходит зима и морозы. Вот таким образом уже не один год я содержу кур на удалении зимой. И поэтому стараюсь вам рассказать свой опыт. И, возможно, это кому-то пригодится. Потому что сейчас очень многие хотят держать курочек не только летом на даче в отпуске, но и продолжать их держать зимой. Точно так же, как у меня это произошло когда-то. Вот. И поэтому я рассказываю, как и что я делаю для того, чтобы уберечь и птицу, и вместе с тем еще и получать какой-то результат, несмотря на морозы, и еще собирать яйца. Металлические двери у меня привязаны обязательно. Вот так вот привязаны. Для того, чтобы случайно ветром они не закрылись, когда меня здесь нет. Потому что если они закроются, то курочки не смогут зайти в помещение и могут замерзнуть. Этот момент тоже у меня вот так вот продуман. Вот, привязаны двери. И когда будет сильный мороз, я это отвязываю и эти двери закрываю на ключ. И все. И курочки сидят в курятнике в тепле. И обязательно у нас тут есть окно. У курочек будет дневной свет. Вот такие окна есть в каждом из отсеков. И на случай отключения электричества это очень актуально.
потому что если не будет в помещении освещения и двери будут закрыты, то, естественно, там будет темно. И курочка не сможет увидеть ни корм, ни воду. А вот такое окошко небольшое позволит мне спокойно оставить курочек закрытыми в курятнике на случай мороза. На случай сильного мороза. Потому что на морозах до минус 15 у меня куры ходят на улице и гуляют спокойно на морозе.